Счастье, счастье, счастье запускаем. И оно летит. Куда летит? Гордости гороскопа. Да, Козерогам летит счастье в 23-й год, и мы его с вами вместе запускаем. И обязательно все, кто со мной, все равно станет спокойным, уверенным, счастливым и в любви. Запускаем вместе счастье. Ну что, мои хорошие, смотрим 23-й год. 23-й год. Я о тебе позабочусь. Я о тебе позабочусь. О ком идет речь? Конечно, о Козероге. Кто может такое сказать Козерогу? Правильно, сам себе Козерог об этом скажет. Я о тебе позабочусь. Я тебя люблю. Итак, мои хорошие. Ну что, событий, да, таких глобальных событий достаточно будет на протяжении всего этого года. Начинается год, ну вот крути-верти, крути-верти. Ну вот хоть как крути-верти. Начинается с Козерога, заканчивается Козерогом. Ну не придумывай. Начинается с ретроградности Меркурия в Козероге. Заканчивается ретроградность Меркурия в Козероге. Вот все. Сразу что говорит год? О чем этот год говорит, когда Меркурий начинается и заканчивается в Козероге? Конечно же, этот Меркурий скажет: я о тебе позабочусь, потому что я тебя люблю. То есть вы сами себе скажете, ну все об этом говорит. Я поворачиваюсь к себе, я обращаю на себя внимание. Этот год про это. Меркурий, который находится в Козероге, мы с вами знаем. Это Меркурий, который не расходится слово с делом, не расходится слово со временем. Если ты договорился, ты прийти должен вовремя. Если ты пообещал, ты должен выполнить. Если ты что-то нацелил, ты должен до этой цели дойти. То есть не расходится не со слова с делом и слова со временем. Если ты сказал, что я закончу к июню месяцу, ты закончишь к июню месяцу. Он очень ответственный здесь Меркурий. Меркурий здесь, который острый, умный, точный, любознательный, подозрительный, проверяет все, наблюдательный, серьезный, вдумчивый. Меркурий – это помнит и ценит любую поддержку. Меркурий, который не забудет, тот человек, который тебе делает поддержку, тот человек, который тебе поможет, очень долго помнит будет Козерог и будет благодарен этому человеку, потому что здесь Меркурий вот таким образом себя ведет. И вы будете на себе чувствовать, кто-то поддержал, кто-то с вами вместе заодно, кто-то вам помог, кто-то продвинул, кто-то что-то сдвинулось с места благодаря вот этим четким действиям людей, которые будут вокруг вас появляться. И вы этому будете очень и очень благодарны. Но в первую очередь благодарен себе. Козерог в первую очередь благодарен себе, потому что вы ответственные, вы трудолюбивые, вы человек дела, вы руководители, вы контролеры. Кстати, контроль будет отпускаться и отпускаться. Но мы все по порядку смотрим. Итак, вот таким образом начинается год. С Козерога начинается для всех знаков зодиака. Ну вот так вот, ну не придумаешь по-другому. Ниоткуда не выдумаешь. Так начинается для всех знаков зодиака. С Козерога начинается, с Козерогом заканчивается.
и в ретроградности, а ретроградный Меркурий это очень качественный Меркурий, а Меркурий в Козероге это дабл качественный Меркурий. Поэтому, конечно, вот так вот год будет, где мы с вами услышим четкие, ясные заявления, мы с вами услышим хорошие новости, и эти новости будут подтверждены, то есть конкретика есть, не вот не размазано, ты не знаешь, где собрать информацию и где она правдива, где она лжива, вот такая вот четкая, конкретная, ясная, которая ответственный, ты ответственный то, что ты произносишь, то, что ты говоришь. Это по поводу Меркурия. Меркурий сделает 4 ретроградности. Это довольно-таки нагрузка для любой планеты. Но для Меркурия, Меркурий быстрая планета. И в принципе 3-4 раза в год Меркурий делает ретроградность. В этом году это будет 4 раза ретроградность. В самом середине, в июле месяце, Меркурий будет такой прям на своей пике, на прямом движении, на пике своего развития. Он будет находиться в Деве в июле месяце и будет делать очень много аспектов. И июль месяц это такой, знаете, один этап, и следующий начинается в июне месяце. Очень много изменений, очень много новостей, которые нам принесет вот такой активный Меркурий и будет находиться у себя дома. В Деве мы много очень услышим, узнаем, и открытия какие-то новые будут, и декларации какие-то новые, и правила какие-то, и внутренние, и внешние какие-то новые устанавливаться будут правила, которым мы с вами никуда не денемся, будем им следовать. Это июль месяц, вот такая прям активная фаза информативная. Но мы возвращаемся к вашему управителю, к Сатурну. Сатурн, голова, Сатурн, стержень, голова, стержень. Сатурн, земля, устойчивый, крепкий. Чем крепче Сатурн, тем это кость. Это вот кость, если рассматривать физически. Вот чем крепче, с одной стороны кость укрепляется, с другой стороны не двигается. Это настолько нужно лавировать, это настолько нужно этот процесс понимать. У тебя есть стержень, но ты должен быть flexible, ты должен быть гибким. То есть твоя кость должна быть, понимаете, кость, а должна быть гибкой. Иначе сосуды не сгинаются, колени не работают, суставы, бедра, коленные суставы и прочее. То есть сам по себе стержень, он устойчивый, но и гибкость. Это должна быть абсолютная гибкость ума. Итак, Сатурн, ваш Сатурн, он находился в знаке зодиака Водолей, тоже там находился у себя дома. Это управитель Водолеев и делает транзит. Покидает Водолеев и вас покинул на 29,5 лет, теперь покидает Водолеев на 29,5 лет, заходит в знак зодиака Рыбы. И определенное время будет там находиться, около 3 лет будет находиться в Рыбах. Что такое Сатурн в Рыбах для вас? Это вот такое мироощущение, где для вас ты убираешь вот этот вот ненужный контроль. Действительно ты становишься гибким, и гибким твоего менталитета. Ты гибким становишься, ты уступаешь, ты понимаешь, ты соглашаешься, ты отпускаешь эти вожжи. Многие пишут, как? Если я уберу контроль, все развалится. Это иллюзия. Это иллюзия, кажущаяся иллюзия. Это таким образом проявляет Козерог контроль. Проявляет Козерог любовь. Думает, что это любовь. Это контроль. И если ты его уберешь, те, кого ты контролируешь, они уберут, как будто бы уберут костыли. Они выровняются. Обязательно будешь со стороны наслаждаться, наблюдая за тем, как происходит этот процесс. Именно убрать контроль. Только на себя этот контроль направить, потому что вы не отдыхаете,
Вы жизнью не наслаждаетесь, вы очень много работаете, вы очень много делаете, вы очень много на себе тащите, вы очень ответственные. И проходит какое-то время, оглядываетесь, а где я, когда я отдыхал? 20 лет прошло, я еще ни разу не отдыхал. А что ж такое? А где же я? А где мое вообще место? Где моя комната? Где моя кровать? На чем я сплю? В чем я? И так далее. Вы даже не замечаете, потому что вы себя делаете очень много. Поэтому смотрите, Сатурн, сделая транзит к рыбкам, другого абсолютно характера Сатурн. Здесь Сатурн, он дает волю чувствам. Дает волю чувствам. Ну, влюбитесь, ну, полюбите сами, ну, отдайте эти, ну, говорите про эти чувства, ну, воспевайте эти чувства. Понимаете, не обязательно, чтобы какой-то предмет или человек появился, что ты полюбите какое-то свое дело, полюбите утро, полюбите вечер, полюбите себя, полюбите развести цветы, что-то, животное какое-то. Если нет даже вот человека, который не появился, хотя у вас большие шансы для того, чтобы встретить своего человека, о котором мы сейчас поговорим, проявите чувства. Говорите. Говорите. Даже если вы в паре, говорите человеку. Хвалите человека. Ребенка своего похвалите. Если у вас в паре ваш партнер сам по себе козерог, расслабьте его, дайте ему тоже вот этот бюст такой любовью, отогреть. Ну и сам, конечно, Козерог, Сатурн, когда будет идти по рыбкам, сам по себе Козерог, он немножко как растает, немножко прям как захочет, как будто бы вот какого-то такого удовольствия получить, когда он именно расслаблен ментально. Мы, конечно же, будем говорить про этот аспект, отдельно сделаем про этот транзит, конечно, сделаем, обязательно сделаю видео, потому что этот Сатурн вас покидает 7 марта. А уже с 17 марта сразу же сделает очень красивый секстиль с Венерой. Венера находится в Тельце, а в Тельце стоит Уран. То есть Сатурн покидает, тут же встретится Сатурн со своим вторым управителем, с Ураном. Тут же встретится, потому что сделает секстиль с Венерой. А Венерой управляют... И Венера будет находиться в Тельцах, а там находится Уран. Это вот такая мощная конструкция выстраивается, где, конечно, и удовольствие получишь, и наслаждение получишь, и встреча, и романтика, и в то же время все какое-то такое, все очень не сквозь пелену, не сквозь какие-то иллюзии, не сквозь какие-то размытые, непонятные. Вот здесь и конкретика, но в то же время романтика. И финансы, но в то же время неожиданная такая приятная встреча. То есть очень хороший период, начиная с 17 марта, где как только транзит сделает Сатурн и сделает этот прекрасный секстиль, Венера будет находиться в знаке зодиака Телец, Венера будет в прямом движении, потом она пойдет на ретроградное движение. Очень большой шанс для того, чтобы и финансовая ситуация очень хорошо выравнивается, и безусловно козероги превращаются в таких милых, приятных и по даже внешнему виду большие произойдут такие изменения. Захочется гардероб свой поменять, захочется мягкие такие женственные для женщин очень какие-то женственные формы приобрести, гардероб какой-то свой такой, немножечко краски туда добавить, то есть мягкость появляется. И для козерогов, для мужчин, конечно, вот эта вот напористость, которая, да, она нужна в жизни, она хорошо в жизни, но вот такой наступает период, когда очень-очень преобразуются козероги. Очень приятно видеть, вот когда у тебя есть стержень, но он мягкий. Вот когда у тебя есть сила, но это мягкая сила.
Это просто роскошное удовольствие видеть такого человека, понимая Козерог, а в нем есть, знаешь, сила, есть стержень, но это все в мягкой такой вариации. Вот вы приобретаете именно это направление идет у вас. Ну, смена Сатурна, конечно, Сатурн стоял сначала у вас, потом стоял в Водолее, конечно же. Теперь вот когда пойдет к рыбкам, это совершенно другая энергия вашего управителя. Ну а теперь следующее событие. Плутон, который так долго стоял у вас, который делал трансформации, который очень хорошо прошелся по Козерогам, долго стоял, все функции свои выполнял, трансформации делал во всех областях. Очень непросто, когда Плутон находится в твоем знаке. Ну и 11 июня Плутон покидает Козерогов. Вот откуда появляется немножко расслабленность, немножко отпускаешь контроль, немножечко как будто ты только начинаешь жить, ты эту жизнь увидел, тебе прям нравится этот день начался, тебе нравится в отпуск скоро, как-то вот ты по-другому ощущаешь, потому что вот Плутон, конечно, находясь в Козероге, что может делать Плутон? Он играл по вашим правилам. Строгий ответ, он и без того, и строгий, и ответственный. А тут, находясь здесь, у него такой достойный был соперник, партнер, с которым нужно было поддерживать, равняться на него. Плутон покидает вас, делает транзит, идет к Водолеям. Там, кстати, тоже столкнется с таким же управителем Сатурна, но это другой кейс, это другая история. 11 числа покидает и сразу же сделает роскошный трин, гармоничный аспект с Меркурием. Меркурий в этот период будет находиться у себя дома в Близнецах, и он тоже 11 числа туда заходит, то есть Плутон выходит от вас, Меркурий заходит к Близнецам, к себе домой, и они между собой выстраивают очень гармоничный аспект. Тоже великолепное, прекрасное время для встречи, знакомства, романтика, переписка, хорошие новости, хорошие известия, гармоничный аспект. И это все не поверхностное, ну не иллюзия. Мне показалось, мне, наверное, вот это все такое конкретное. Ну, вот таким образом Плутон, делая транзит, вот так сразу, представляете, это в этот же день сразу же делает такой чудесный трин с Меркурием. Меркурий находится у себя дома. И тоже только туда зашел. Он очень сильный, познавательный, легкий. Никаких тяжелых мыслей. И что, смотрите, сразу делает тут здесь, что делает сразу Меркурий? Знания вы пополняете, у вас пополняются знания. Конечно, Меркурий у себя находится дома и выстраивает трин. Ты получаешь столько много информации. Кто-то на курсы пойдет, кто-то к этому моменту как раз закончит какие-то курсы, кто-то YouTube-канал откроет, кто-то какую-то другую платформу откроет. У тебя багаж знаний, у вас огромные знания. Всегда Козерогу есть чему научить другого. У вас опыт есть, именно опыт, знания есть. Поэтому кто-то откроет какую-то любую платформу, начнет пополнять еще вот этот вот своими знаниями, опытом пополнять. И что? И другой момент по Плутону – очищать ненужное, лишнее. Убирать из памяти то, что ты не можешь вернуться в прошлое и исправить. Что сделано, то сделано. Как прожил, так прожил. Как вопросы решал, так решал. Как сложилось, так сложилось. Ты ничего не можешь туда вернуться и исправить. Значит, что надо? Чистить, почистить, забыть. Для того, чтобы забыть, почистить. И так сильнейший аспект для того, что умный пополняет знания, а вы умные. Козероги умные. Умный пополняет знания, мудрый вам вот эту мудрость, то есть гибкость, вот это и есть мудрость. Мудрый стирает все лишнее. И этот аспект, конечно, когда Плутон сделает транзит к Водолеям и сразу сделает трин
к Меркурию, то, конечно, вот это правило очень четко здесь заработает. Конечно же, мы будем с вами возвращаться и ближе туда к этим событиям, конечно, будем говорить про это. Следующее. Юпитер. Юпитер проходит у вас по прекрасному, чудесному сектору по 4-5 дому. Он будет вот на 2 дома будет работать. Поэтому, конечно, по этому и переезд может быть, и покупка недвижимости, и это может быть приобретение или избавление от какой-то недвижимости. В то же время по Юпитеру, который будет проходиться и по 4-му, а потом и по 5-му дому, это о чем? Конечно же, это развлечение, это удовольствие. Куда-то где-то принимаете какое-то участие, отправляете куда-то свои работы, где-то конкурс, какие-то соревнования. Вы радуетесь, вы активны. Как, знаете, год, который вот в вас впустил саму просто жизнь. Жизнь, радость жизни, жажда жизни, вкус жизни. Вкус жизни. Козероги долго не испытывают вот этот вкус к жизни, потому что вы очень немного на себя берете тяжелый, вы тянете, многих тянете. Свое окружение, своей семьи, свою семью, своим контролем вы тянете. Огромное вызывает у меня всегда уважение Козерог. Одно единственное всегда. Видишь и понимаешь, что не было места, мало было места вот жизни, жаждой жизни, радости жизни, удовольствия мало было. Очень ответственно проходит жизнь, мало обращал внимания на эти вещи. Так что, конечно же, Юпитер, проходясь по этому знаку, принесет вам вот эту расслабленность, вот это удовольствие, впрыснет в вас жажду жизни, вкус жизни, радость жизни, счастье жизни, удовольствие жизни. Жизнь – это удовольствие, это не борьба. Многие, конечно, козероги как будто, знаете, тянут жизнь, знаете, вот жизнь удовольствия. Следующее, что еще вам хотела сказать, написала много, хотела вам сказать. Да, кармический северный узел тоже меняет свою ось и тоже появляется в секторе комфорта, уюта, защиты дома, покупки недвижимости, переезда, строительства дома, приобретения какой-то, может быть, квартиры или кто-то дачного участка, приобретения, семья, забота, умиротворение, уход. Карьера, руководство, контроль, образование – это уходит на второй план. Оно уже лидерство, контроль, оно уже не будет таким актуальным. Очень сильно в этом году переключитесь на себя, и вы будете получать такое наслаждение, такое удовольствие. А вокруг все то, что вы контролировали, будет функционировать. Все, что под руководством Козерога, родители, кто Козероги, дети, как правило, ну, если не подавленные, то не бывают потерянными в жизни. Вот все равно, когда ты, ребенок, живешь, и у тебя родитель кто-то из козерогов, то есть у кого есть стержень, все равно ребенок ровно. Да, он хочет вырваться от этого контроля, но все равно он приобретает вот этот стержень. Поэтому не переживайте, отдайте этот контроль. Те, кто долго находился с вами, или там, где вы руководили где-то долго, все равно они чувствуют, дети, или окружение, они чувствуют, под каким контролем они были, они эту вот схему понимают, схему жизни, то есть ты по жизни идешь с этим стержнем, как правило, поэтому вы отпустите карьера, руководство, контроль, образование, это все остается, но оно идет на второй план. На первый план комфорт, уют, покупка недвижимости, переезды, путешествия, умиротворение, уход, дом, семья, забота. И, конечно же, я о тебе позабочусь. Я тебя люблю. И это вы скажете самому себе.
Вот такой год, конечно же, мои хорошие, будем встречаться. С удовольствием всегда делаю. Я знаю, с кем я имею дело, что такое Козерог и асцендент в Козероге. Или те, у кого Сатурн в Козероге. Как это у меня? У меня мой Сатурн, то есть ваш управитель, у меня находится прекрасно у себя дома в Козероге. И когда кто-то говорит, так, у тебя такая сила воли, какая сила воли, что такое сила воли? Это Сатурн, это не сила воли, Сатурн находится на месте. Какая сила воли? Сатурну сила воли не нужна. Он сам, это стержень, вот те, у кого, кто сами Козероги, знают, что это такое. Асцендент в Козероге, и у кого сам Сатурн в Козероге. Вот это, конечно, ты знаешь, с кем ты имеешь дело. Это ответственные люди, трудолюбивые люди, надежные люди и очень благодарные. Я позабочусь о тебе. Я тебя люблю. Вот такой год. Ну что, мои хорошие, конечно же, будем встречаться, смотреть. Запускаем вместе с вами в 23-й год. Счастья! Все, кто со мной, станет спокойным, уверенным, счастливым и в любви. Спасибо за поддержку, спасибо за лайки. Просто великолепно. Лайки ставите, просмотры делаете, отзывы очень хорошие пишите, поддерживаетесь, спонсорами становитесь. Козерог, Козерог, всегда знаешь, с кем имеешь дело. Обнимаю вас, ну и, конечно же, уважаю. Уважаю, люблю.